Пираты прятались вот на таких островах. Это ж настоящий рай на земле. Вот только мерли там как мухи и пираты, и солдаты, и в принципе колонисты. Европейская одежда века 17-18 предназначалась явно не для тропиков. Но это ладно, это можно остаться в одной рубахе. Другая проблема – болезни. Они буквально косили людей, особенно непривычных к климату европейцев. Всем большое историческое здрасте! С вами Призрак Библиотеки. И сегодня мы поговорим о пляжном отдыхе в по-настоящему райских местах. И о том, всегда ли они считались такими райскими. Думаю, все согласятся, туризм – это поездки в места далекие, или относительно далекие от дома. То есть прогулка в городском парке все-таки не считается. Причем в места, специально предназначенные для туризма, доступные всем, у кого есть достаточно денег. Потому поездка на дачу не считается. Дача, она лично чья-то. Пусть не ваша, пусть вашего друга, но все равно не для всех. А вот агроусадьба, пусть расположенная рядом, это другое дело. Она для каждого, кто может заплатить нужные деньги. Поэтому вот это уже туризм, агротуризм. Но из всех видов туризма мы сегодня рассмотрим именно отдых на море, когда я лежу на пляжу и бока отлеживаю. Туризм – атрибут именно среднего класса. Да, сегодня на море отдыхают и работяги с руками по локоть в мазуте, но это только значит, что им стали доступны привычки среднего класса, у них есть на это средства. Вот в такое благодатное время мы живем. Крестьяне испокон веков отрывались на сельских праздниках, а у рабочих после смены в 12-16 часов, да, именно такими они были в начале индустриальную эпоху, вот после таких смен у них сил хватало только на... И именно это они считали единственным нормальным. В начале 20 века в России как-то на Пасху запретили продажу алкоголя. Чтобы люди молились, а не, извините, киряли. Так это вызвало забастовку. Рабочие требовали дополнительный нормальный выходной. Без алкоголя он уже ненормальный. Дворян резвые рысаки уносили в имение, а имение изначально не для отдыха, а для получения прибыли. У королей и вельмож также были охотничьи домики. Да, они строились специально для отдыха, но это все равно не туризм. Это то же самое, что с вашей дачей. Они предназначены для хозяина и его гостей. А вот средний класс деньги считал, потому имение не покупал. Да часто им и запрещено было. А отдохнуть по-человечески хотелось. Вот так и появился туризм. Вообще многое появилось, потому что средний класс хотел жить как дворяне, но при этом деньги считал. Собственный дом – это накладно, тем более в городе, где земля дорогая. Ну а жить с комфортом хочется. Так и появляются городские квартиры. Причем не рабочие ночлежки, а большие многокомнатные квартиры. Как у профессора Преображенского в «Собачьем сердце». Собственная конюшня тоже дело накладное. Ее построй, потом корма закупай, конюхам плати, а лошади еще болеют иногда. А ходить самим ноженьки, извините, болят. Да и вообще не престижно это как-то. Вот поэтому и появился общественный транспорт. Причем вот такой городской позже, а в начале междугородний, как вот эта португальская почтовая карета середины 19 века, где разделение на мужскую и женскую половины. Вот он сексизм и разделение по гендерному признаку. Еще и полное неуважение к рабочему люду. Кучер сидит вот здесь, под всеми дождями и ветрами. Но вернемся к туризму. Он атрибут среднего класса, и потому появился вместе со средним классом в Англии, еще в 18 веке. То есть туризму уже 2500 лет. Именно в Англии врачи, юристы, предприниматели в конце концов, хотели хорошо отдохнуть и могли это заплатить. Они неплохо зарабатывали и имели уважение в обществе. Вспомним доктора Ливси из «Острова сокровищ». Он приятель Сквайра Трелани. А Сквайр или Эсквайр – это оруженосец. После того, как посвящение в рыцари вышло из моды, то есть в новое время, так называли практически всех дворян, кроме самых высших, кроме пэров. Вот такие люди ездили отдыхать, а если именно ездить, то туда, где дышится легко. Тем более, что в 18 веке многие болезни объясняли плохим воздухом, соответственно их профилактика – воздух здоровый. Потому устремились к побережью, еще холодному, английскому, с пасмурной погодой, но уже к морю. И вот еще что важно. Такие уважаемые люди не стали бы жить среди моряков, портовых рабочих и так далее. Нужно было их отгородить от всякого сброда, извините за такое выражение. Тогда применили отработанную технологию клубов. Высокий членский взнос, и это гарантия того, что попадут туда только люди с достатком, только определенного круга. Итак, уже ездили к морю отдыхать. Упаси Господи не загорать. Загар был признаком бедности. Он означал, что человек работает на улице, как последний босяк. Поэтому, когда туристы доехали до Крыма во второй половине 19 века, они наполняли его не летом, а в бархатный сезон,
когда жара уже спадала, а морской воздух как был, так и оставался. Ситуация стала меняться, когда в моду вошло здоровье, которого офисным работникам тогда уже, не очень, чтоб хватало. Доктор Ливси, если надо, может, извините, и пиратам накостылять. А вспомним «Трое в лодке, не считая собаки». Там герой такой вот офисный работник без загара, только конца 19 века. В начале книги он листает медицинский справочник и находит у себя практически все болезни из него. Вот поэтому друзья и отправляются в плавание по реке. Вот тогда загар вошел в моду. Причем вот такой ровный, когда нужно часами лежать на солнце, подсмаливая то один бок, то другой. На все это нужно время. То есть доступно это только людям с достатком. Подобный загар сильно отличается от такого картофельного, нищебродского. В начале 20 века, а тем более в 20-е годы этого столетия, европейцы уже активно лежали на пляжах. Тут подоспела и европейская революция с купальниками все более и более открытыми по тем меркам. Но это были курорты еще европейские, вроде Канн, Ниццы и тому подобное. А как же райские места с современных буклетов? Мальдивы, Сейшелы и им подобное. До них еще нужно было добраться. Причем не на почтовой карете. Поезда уже облегчили задачу, сделав доступной всю Европу, ту же Швейцарию с ее прекрасными видами, но очень крутыми горами. Однако до Мальдив рельсы не проложишь. Тут помогли самолеты. Причем самолеты именно реактивные, которые стали возить пассажиров уже после Второй мировой войны. Вот так туристы из Европы и Азии только во второй половине прошлого века стали искать идеального загара именно под тропическим солнцем. Стоп! Но ведь тогда курортами должны были быть все страны в тропиках, а ведь это не так. Курорт еще нужно создать. Вспомните, в веке в 17-м тропики были адом, прежде всего из-за болезней. Так там всякие булы и другие заразы до сих пор свирепствуют. Причем как из-за невежества местных жителей, так и потому, что власти, что-то делают, конечно, но, как видно, недостаточно. На курортах нет. Там сработали и прививки, и другие меры вроде борьбы с комарами, которые малярию разносят. Не забывайте также про инфраструктуру. Нужно построить отели, аэропорты, да и просто пляжи убирать, чтобы не получилось вот так. Почему в советские времена был так популярен отдых именно в Прибалтике? Что, вспомнили прошлый век? Захотели морского воздуха без загара и купаний? Сервис в Прибалтике был лучше. По меркам Союза практически европейский. Так что в следующий раз, когда будете нежиться на пляже и слушать ласковый шепот волн вперемешку с криками «вареные креветки», «жареные рапаны», и что-то в этом роде, то вспомните, что люди прошлого ради этого совершенствовали общество, создавая тот же средний класс, изменяли собственные взгляды. Вспомним, загар не всегда был в моде. Развивали технику, включая транспорт. Совершенствовали вакцины и в целом профилактику болезней. И ставили лайки. Нет, последнее, конечно, нет, но если вы поставите лайк, то будет мне хорошая награда за труды и стимул создавать новые ролики. Еще увидимся!